Всем привет! Я давно искал шанс столкнуть лбами телевизоры этих двух производителей. Вы писали в комментариях, кто-то писал на форуме, кто-то в директ. Друзья много раз спрашивали, да что там говорить, я сам думал, много думал, и вот это свершилось. Один знакомый написал, что купил крутой телевизор на Android в новую квартиру и прям недорого и доволен как слон. Зная его преданность культу Xiaomi, я даже спрашивать не стал, что же он купил, я просто сказал пакуй и вези. Звезды сошлись, и пока у меня есть 55-ка от Haier, есть реальный шанс сравнить его с 55-кой от Xiaomi, что мы и сделаем в этом видео. И вот мы уже сидим у меня на диване, и я периодически отгоняю ребенка, который так и норовит проверить на прочность новый телевизор моего друга. Что ж, поехали. И первое, что мы уточним, чтобы дальше вопросов было как можно меньше, оба эти телевизора из бюджетного сегмента, и да, их цена колеблется от 32 до 37 тысяч рублей, в зависимости от акций и прочих факторов, так что звезд с неба они не хватают. Начнем мы с внешнего вида. Xiaomi металлическая рамка, простая, не широкая, но и не тонкая, серебристого цвета. Haier по бокам и сверху тонкий черный пластик, визуально делающий ТВ безрамочным. Снизу небольшой подбородок. Светодиод на нем с левой стороны, а у Xiaomi посередине. Ножки металл в обоих случаях, в одном расположены по краям, в другом смещены немного к центру ТВ. Толщина самого корпуса также разнится, эргономика разъемов на любителя. В одном случае все разъемы сделаны близко к краю телевизора, а в другом посажены почти у самого кронштейна. И тут мы с другом были солидарны, что в случае с Xiaomi, даже если он будет на кронштейне, придется его отодвинуть от стены, чтобы, например, вставить флешку или подключить новое устройство по HDMI. Плюс 1 балл инженерам или дизайнерам Haier за такое удобство и минус 1 товарищам из Xiaomi. Количество разъемов тут, кстати, идентичное. Едем дальше. Пульт у Xiaomi имеет Bluetooth. Он маленький и эргономичный. Мне лично это нравится, но не хватает цифровых клавиш и кнопки Mute. А еще я привык к кнопке Source. Прошу прощения, если кому-то это покажется странным. Мне было что-то среднее, чтобы и Bluetooth, и цифровой блок, и ничего лишнего. Где-то 60% кнопок от Smart TV BX Haier я не нажимал ни разу с момента распаковки, как и в модели 6700. Отзывчивость примерно на одном уровне, что у Xiaomi, что у Haier. Побегаю немного по меню, нажимая одновременно на одни и те же пункты, чтобы вы это увидели. Поговорим про интерфейс. Android TV 9 мне уже как родной, и тут он почти такой же, как и на других телевизорах с официальным Android TV. Разве что каждый производитель решил некоторые пункты меню почему-то припрятать, и мы получаем, что, например, меню настроек изображения на 4S очень мало, и пунктов тут в несколько раз меньше, но, например, в Haier тоже нет некоторых пунктов, которые можно увидеть в Xiaomi. Хочу также отметить, что у меня уже через несколько часов начало подгорать, что вместо привычного домашнего экрана вылезает патчвол по нажатию на кнопку Home. Напишите в комментариях, кто пользуется этим китайским меню, что там есть такого, ради чего не стоит его отключать. Кстати, о картинке. Если сбросить оба устройства на заводские настройки и включить одинаковое видео на YouTube, мы получаем перевес в сторону более крутого контраста и насыщенности в Haier, но более детальную прорисовку темных сцен в Xiaomi. Но если покрутить настройки в BX, которых там масса, мы можем сгладить недостатки в темных сценах, да еще и навалить контраста, благо матрица это позволяет. И тут уже малое количество настроек у Xiaomi его только отдаляет от конкурента, как и более высокая цена. И чуть не забыл, ваш самый любимый вопрос. Шим присутствует в обеих моделях при установке подсветки на 75 и виден через камеру смартфона, но только в таком случае. При повседневном же использовании никто из моих домашних ни разу не заметил ничего подобного, как и мой друг, пока я не показал. Отдельно еще хочу сказать про поверхность самого экрана. В случае с Haier поверхность более матовая, из-за чего бликов и отражений меньше. Разрешение 4К с поддержкой HDR на обоих ТВ присутствует. Звук. Он тут одинаковый и по моим ощущениям в обоих случаях не дотягивает до модели 6700 от Haier. Если верить приложению AIDA 64, тут стоит практически такое же, если даже не одинаковое железо, за исключением того, что в BX 1,5 ГБ оперативной памяти, а в 4S уже 2. Двухдиапазонный Wi-Fi в обоих устройствах, а вот Bluetooth 5 версии только у Haier, у Xiaomi тут уже 4,2. Встроенной памяти в обоих случаях 8 ГБ, расширить память можно с помощью флешки, а кроме того в Haier есть слот под microSD, чтобы не занимать разъем USB.
Телевизор этот я другу настроил, приложение мы потестили, просидели целый вечер и половину следующего дня. Кучу рекомендаций нашли на 4 PDA, за что, кстати, отдельный респект создателям этого форума, а также активным пользователям. Вместе мы с вами делаем доброе дело. Заходите в мои темы по тем телевизорам, что в моем распоряжении. Все необходимые ссылки будут в описании. Подводя итог, хочу сказать, что если вы сейчас стоите перед выбором телевизора и смотрите на эти две модели из моего видео, вам нужно четко решить либо в пользу Bluetooth пульта и китайского лаунчера, а также очень бюджетного изображения, либо в пользу обычного пульта, голого Android без настроек, но с более простым железом и более богатой в плане цветов и контраста картинкой. Другими словами, оба устройства обыгрывают друг друга в разных параметрах, но вам уже решать, какой из них важнее. Напишите под видео, какой телевизор вы бы хотели на обзор, а я обзвоню друзей, узнаю, с чего они смотрят YouTube. Подписывайтесь на канал и мои соцсети, ставьте лайки, всем хорошего настроения и спасибо за просмотр. Пока!